Всем большой привет! Я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня у нас будет продолжение интересной серии, которую мы начали совместно с каналом Анастасии. Ссылка на ее канал будет внизу в описании, а также вот здесь на видео. Примерно год назад мы уже пробовали запускать данный проект, и многим он пришелся по вкусу. А данный проект назывался «Обмен схемами». И сегодня мы решили повторить предыдущий опыт и заново запустить данный проект. Его смысл заключался в том, чтобы показать вам, что неважно, чем вы плетете, иглой или челноком, в конечном итоге ваши работы могут быть одинаково красивыми. Не забывайте также подписываться и ставить лайки на мои видео. Любая ваша активность очень помогает в развитии моего канала. Ну а теперь давайте приступим к плетению. Для работы я буду использовать капроновые нитки вот такого интересного бежевого цвета. Цвет нейтральный подойдет подо все, именно поэтому я его и выбрала. Работать ими я буду в 3 сложения, потому что они достаточно тонкие. Это 50К. Вот здесь вот есть маркировка сверху. Но так как вы знаете, что я достаточно часто люблю изменять схемы, я решила убрать дуги, которые были изначально предусмотрены, потому что мне показалось, что наличие одних колец уже достаточно в работе. Поэтому изделие мы будем плести одним челноком. Это, кстати, немножко упрощает нашу работу. Первое колечко мы плетем по схеме 2 пико, 8 пико, 8. Изначально мы должны заправить в 2 узла кончик нити. Делаем небольшое соединительное пико после первых 2 узлов. И плетем колечко до конца. Это еще 8 пико 8. Колечко затягиваем. Вот посмотрите, какое оно у нас получилось. Не обращайте внимания на вот эти кончики. Я их чуть позже заправлю, чтобы их не было заметно вообще в работе. Далее мы начинаем без отступа, сразу же, как можно ближе. Плетем его по схеме 8 пико, 4 пико, 8. Но не забываем теперь присоединиться после первых сплетенных 8 узелков за предыдущее колечко. Сплели первых 8 узелков и теперь присоединяемся за вот это пико на предыдущем кольце. Укладываем, чтобы у нас последующее колечко лежало на предыдущем. Далее продолжаем плетение, плетем 4 полных узла, делаем небольшое соединительное пико и 8. После этого колечко мы сможем затянуть. Хорошенько затягивайте колечки, чтобы они у вас были хорошо притянуты друг к другу и сами по себе тоже, чтобы потом у вас кольцо впоследствии вот здесь вот в основании не расползалось. Далее мы продолжаем плетение, плетем следующее колечко, оно у нас будет центральным в мотиве. Плетем его по схеме 8 пико, 5 пико, 8. Не забываем также после первых сплетенных 8 узелков выполнить соединение за предыдущее колечко. Я сплела первых 8 узлов и теперь буду выполнять соединение. Скажу откровенно, что такие схемы я очень люблю, когда используется только один челнок в работе. Можно плести довольно красивые изделия на базе всего лишь такого красивого элемента, как кольцо на кольце. Далее мы продолжаем плетение колечка, мы плетем 5 полных узлов, делаем небольшое пико и доплетаем еще 8, колечко затягиваем. Далее у нас последовательность чуть-чуть будет меняться, потому что теперь мы будем укладывать колечки под центральное кольцо, под вот это среднее. Плетем следующее колечко, плетем его по схеме 8 пико, 4 пико, 8. И снова после первых сплетенных 8 узелков мы выполним соединение за предыдущее колечко за пико. Выполняем соединение.
И смотрите, теперь мы укладываем не наверх, а вниз. Вот просто поправляем вот так вот аккуратненько пальчиками. И у вас схема сама укладывается так, как вам нужно. Далее плетем 4 узла. Делаем небольшое соединительное пико и доплетаем еще 8 узлов. Колечко можно затянуть будет. Немножко расправляем работу. Вот, пожалуйста, результат. Нам осталось плести еще одно колечко. Плетем его по схеме 8 пико, 8 пико 2. И снова после первых 8 сплетенных узлов мы выполним соединение за пико от предыдущего кольца. Выполняем соединение. У меня здесь пико получилось достаточно маленьким. Сейчас я это поправлю. Укладываем снова колечки вниз под предыдущее кольцо. Делаем небольшое соединительное пико и 2 узла. Колечко можно будет затянуть. Ну что же, мой мотив готов. Пока что он вот так вот довольно простенько выглядит, без расшивки. Мы его еще впоследствии дополнительно разошьем. И теперь смотрите, здесь я решила немножко изменить схему. Я начинаю плетение следующего колечка, то есть мы начинаем повторять опять ту же половинку, которую мы только что сплели. То есть, смотрите, я начинаю плетение следующего колечка. Это 2 пико, 8 пико, 2. И смотрите, после первых 2 узлов я выполняю соединение за пико, которые у нас здесь есть. Далее я плету 8 узлов, делаю небольшое соединительное пико и еще 8 узелков. То есть получается, мы будем повторять первую половинку, то есть то же самое плетение. Поэтому я не вижу смысла здесь показывать все то же самое. Я уже вернусь к вам, когда мы будем плести последнее колечко, и покажу вам этот отдельный момент, когда мы будем соединять первое и последнее кольцо. Получается, я плету 8, соединяю с предыдущим колечком, доплетаю еще 8 узлов. После этого выполняю соединение за пико от предыдущего колечка. И доплетаю последних 2 узелка. Все, работу можно правильно уложить и затянуть. Ну что же, мотив готов. Для одной сережки нам понадобится 2 одинаковых мотива. Причем расшивать мы будем всего лишь одну деталь из 2. Оставляйте довольно длинный хвостик нити, чтобы вам было проще расшивать работу, и плетем второй такой же мотив. Итак, 2 мотива готово. Теперь можно приступить к расшивке. Но прежде чем расшивать работу, я хочу показать материалы, которыми я буду это делать. Для начала нам понадобится бисер. У меня такой вот обычный мелкий чешский бисер белого цвета. Далее нам также понадобится 2 вида бусин. В серединку я решила взять вот такую вот красивую фиолетовую 6-миллиметровую бусину. А также нам понадобится для каждого лепесточка вот такой вот рис. Я не знаю, как по-другому он правильно называется, но вот такой продолговатой бусины я возьму для расшивки. Всего нам их понадобится 10 штук на одну сережку. Итак, надеваем нить на иглу. Итак, я надела, и теперь должна закрепить 2 хвостика, которые у меня вот здесь есть, то есть соединить в начале нашу работу. Для этого я просто прохожусь в основании колечка.
После этого мы будем вшивать центральную бусину фиолетового цвета. То есть теперь надеваем бусину на нить и пришиваем ее в противоположную сторону в нашей работе. После того, как вы прошлись в одну сторону, возвращаемся через бусину назад и хорошенько подтягиваем работу. Чтобы у вас не было никаких пустот посерединке. Далее мы начинаем расшивать поэтапно каждый из наших лепестков. Проходимся в основание колечка. Надеваем одну бисеринку и вшиваем ее в узелки. Вот прямо в основании, вот здесь вот сверху я и буду как раз таки производить расшивку. После этого немножко нажимаем на бисеринку, чтобы она у нас была как бы внутри колечка и не торчала снаружи. Далее мы переворачиваем работу наизнанку и проходимся еще дополнительно через бусину назад. То есть вот, пожалуйста, одно колечко у нас расшито. Далее проходимся на лицевую сторону сразу через основание следующего колечка, которое у нас рядом стоит. Будем расшивать второе кольцо. Надеваем бисеринку и вшиваем ее в середину колечка, вот здесь вот сверху. Опять в основание узелка в одну сторону. Надавливаем на бусину, чтобы она у нас оказалась на месте. Переворачиваем работу наизнанку и снова проходимся через основание и выходим на изнанке. Опять остаемся здесь. Подтянули и так далее. Следующее колечко. Можете с изнанки пройтись на лицевую сторону в следующее кольцо и снова вшивать следующую бусину. И так по кругу. То есть, в принципе, расшивка у нас достаточно простая. Так, нам остался последний этап. Посмотрите, вот здесь вот через бусину я еще раз вышла. И теперь мы будем надевать по 8 маленьких бисеринок на каждую из сторон вокруг центральной бусины. Надели 8 бисеринок. И теперь проходимся еще раз через центральную бусину. Распределяем и немножко подтягиваем. И далее то же самое мы сделаем и с другой стороны. Надеваем еще 8 бисеринок. И также пришиваем их, пройдясь через центральную бусину. Теперь мы должны соединить две половинки нашего бисера. И для этого мы пройдемся сквозь бисеринки 1 или 2 раза, в зависимости от того, насколько у вас позволяет толщина нити. Ну что, все, работа над сережками у меня закончена. У меня также готова уже вторая такая же сережка. И теперь мы берем наши изнанки, которых у нас должно быть также 2 штуки. Эти изнанки мы сейчас прикрепим к нашим сережкам. Для данных сережек я решила взять вот такие вот маленькие гвоздики. И плюс еще по соединительному кольцу. Посмотрите, я вначале зацепила вот уже изнанку, прошлась между соединительным пико, и также зацепила лицевую сторону. Теперь надеваю просто крючок со швензой и замыкаю наше колечко соединительное. Все очень просто. Одна из сережек готова. То есть вот так вот она будет у нас смотреться. Самое интересное, что она получается у нас не плоской, а достаточно подвижной. Кстати, хочу вам рассказать про еще одну интересную идею с данными сережками. Если вы хотите добавить какой-нибудь декоративный элемент, то было бы неплохо сделать какую-нибудь подвеску вниз под цвет. У меня вот такой розовый. Не совсем уверена, что он подходит. Лучше, наверное, взять какой-нибудь потемнее цвет. У меня есть вот еще такой вот коричневый.
То есть, в принципе, можно было сделать еще дополнительную подвеску. А также можно сделать цепочку, вшив ее вот здесь вот в основание. То есть, когда будете прошивать центральный элемент, дополнительно сделать еще и цепочку. Будет очень красиво смотреться. Мне очень понравилась подвижность у этих сережек, поэтому очень надеюсь, что и вам они тоже понравились. Что же, я хотела бы сказать большое спасибо Анастасии, которая предоставила мне схему для плетения. Если вам интересно, то переходите на ее канал. Ссылка будет внизу в описании. Там она тоже сняла мастер-класс по плетению схемы одной из моих сережек. А на сегодня я хотела бы попрощаться с вами. До новых встреч. Пока-пока.